у нас сегодня прекрасная погода. И я хочу вам показать, мои дорогие, даже комары у нас летают, смотрите. Но они у нас круглый год летают, даже зимой. Хочу вам показать мое чудо. Готовится к расцветанию красивых, маленьких, розовых цветочков. Полюбуйтесь на эту красоту, вы вместе со мной. Такое яркое солнышко у нас сегодня. Просто красота. Я вышла уже здесь, замела весь хлам, мусор, который надул ветер. А сегодня вот такое солнышко. Вот этот самый огромный я хотела уже убрать. Ну, как только он расцвел, вернее, идет цветение у него, конечно, я уже не хочу его никуда убирать, хотя бы пока он не цветет. Это такая милота. Видите, вот уже хотят розовые бутончики такие красивые, нежные. Их будет так много. И вот они меня будут радовать на моем балкончике. Это вот все, что я тогда пообломала, вот так просто взяла и пообломала их. И вот они пушатся и пушатся, растут и растут. Ну, что ты поделаешь? Ну вот и я, снова я. Ну что, погуляли на балконе, а теперь пришли ко мне на кухню. Я вас вот в такой теплоте и уюте встречаю. Добро пожаловать ко мне на кухню, добро пожаловать ко мне на канал. Огромное всем спасибо, девочки, мои родные и мальчики тоже. Они смотрят натихую, но не пишут ничего никогда. Ну ладно, стесняются, наверное. Поэтому хочу выразить еще и много-много-много раз огромную благодарность, девочки, за ваши теплые слова под моими видео, ту доброту, которую вы мне отдаете. Ну, наверное, отдаю вам ее и я. Поэтому вы мне отвечаете, и за это вам огромное спасибо. Ну, а что я вас сегодня сюда позвала? Все там уже погуляли где-то, все это что-то сделали уже, да, а сегодня я дома сегодня, должна сказать, потому что Милана сегодня взяла опять машину своего супруга и поехала по своим делам. Ну, а на обратном пути я ей сказала, ну, заедь уже ко мне, потому что она находится в моей стороне. И говорю, пообедаешь со мной здесь у нас и испеку тебе что-нибудь вкусненькое. Ну, а вкусненькое это я хочу испечь. Она их тоже очень давно уже хотела. Я их когда-то пекла, когда еще у меня не было канала. И ни с кем, конечно, этим не делилась. Синнабоны, всемирно известные синнабоны, булочки с корицей. Вот сегодня я буду их печь для Миланы и для нас, конечно. И вам покажу. Я знаю, что вы тоже их все умеете печь и пекли их не раз уже. Сегодня их пеку я и хочу, чтобы вы были тоже снова и снова вместе со мной. Так что давайте приступим, и я буду вам все снова подробно показывать. Ну, а это продукты, которые нам понадобятся для приготовления этих замечательных булочек. Сначала я вам расскажу для теста то, что нам понадобится. Конечно же, мука. Ее 520-550 грамм. Все надо смотреть, как оно будет замешиваться. Также молоко 240 грамм у меня. Дрожжи 20 грамм дрожжей. 3 грамма соли. 2 яйца. И масло сливочное 80 грамм. Сахара мне понадобится тоже 80 грамм. Это вот половинка, которая нам нужна для теста. Эта часть у меня для начинки. То есть тоже масло сливочное 80 грамм. Я взяла тростниковый сахар, чтобы смешать с корицей.
Сахар можно брать и белый, конечно. Это просто он у меня был, и я его хочу туда добавить. Тростникового сахара у меня здесь 100 грамм и 20 грамм корицы. Берите на свой вкус, кто любит больше, кто любит меньше. У меня 20 грамм корицы. Ну и вот эти 3 ингредиента, которые мне понадобятся для крема. Их сверху уже надо мазать. То есть я возьму вот отсюда из сливочного сыра 90 грамм. Он должен быть тепленький, конечно. Масло сливочное нужно мне 60 грамм. И сахарная пудра 100 грамм, 120, 150. Кто как любит, какой сладость вы предпочитаете. Кто любит больше, кто любит меньше. Конечно же, вы все тоже знаете, что перед выпечкой все наши ингредиенты должны быть комнатной температуры. Это все у меня пролежало в комнате, но я вижу, что он чуть-чуть еще жестковат. Всю ночь пролежал, но вот не смея, я его сейчас немножко их подтоплю в микроволновке. Все должно быть комнатной температуры. Молоко тоже подогрело уже где-то 38 градусов. Ну, слегка тепленькое, не горячее, вы знаете все. В общем, приступим. Ну и для начала, конечно, нам нужно сделать опару, растворить наши дрожжи. Вот так вот вылила молоко вот в такую небольшую посудину. Размешаю сейчас здесь дрожжи, чтобы они растворились. Из общего количества сахара буквально чайную ложечку сюда. И размешиваю, чтобы быстрее активировались дрожжи. Подошла пара. Также из общего количества ложек 5 муки. 3, 4, 5. 5 хорошо размешиваю. Еще одну ложечку добавлю. Все, теперь это убираю в духовой шкаф, чтобы они удвоились, утроились минут на 20-30. А пока подходят наши дрожжи, займемся сдобой. 2 яйца разбиваю, добавляю сюда соль, сахар и размягченное сливочное масло. И все хорошо перемешиваем. Растираю все до однородной массы. Девочки, помните, что все должно быть комнатной температуры. Долго мешать, взбивать не надо, просто чтобы растворился сахар и соединились более-менее сахар, яйцо и масло. Смотрите, как поднялись дрожжи, как они активировались. Очень-очень шикарно. Теперь это все я сейчас переложу вот сюда. Не надо бояться, что они перемешаются, размешаются. Наоборот, лучше они снова наберутся кислорода и будут еще активнее. Перемешаю все со сдобой. И сейчас буду уже добавлять муку. Аккуратно, постепенно, по частям буду вводить муку. Сейчас уже замешиваю тесто. Тесто должно быть мягкое, но не совсем прям, что растекалось. Тут у меня под камерой прям сидит Массимо, опять жует, на работу уходит. Бон аппетито, Массимо. Вот, видите, как жиденько. Добавляем следующую муку. Оставляем капелюшечку еще. И продолжаем замешивать. Ну и на этом этапе я ее сейчас выложу на стол.
И буду домешивать уже до нужного состояния на столе. Выложила оставшуюся муку тоже на стол и продолжаю замешивать. Старайтесь не забивать тесто мукой, чтобы оно оставалось мягкое. Пусть оно слегка будет подлипать к руке, ничего страшного. Вот сейчас я уже, когда собрала всю муку, все 550 грамм, подлила немножко на стол масла и буду домешивать, продолжать домешивать с маслом уже, чтобы не подсыпать муку. Тесто на столе нужно замешивать около 10 минут. И с каждой минутой вы будете сами видеть, как оно будет становиться более гладкое, более податливое и более приятное на ощупь. Также его можно вот так аккуратно, не агрессивно отбивать слегка на столе прокатыванием. Вот как это делаю я. Тесто почти готово, оно стало очень гладкое, очень податливое, уже смотрится, посмотрите, какое оно мягкое, и почти оно практически стекает само с рук. Сейчас я его слегка округлю и буду укладывать уже в чашку. В чашку наливаю немножко масла, у меня оливковое, вы можете использовать какое вы хотите. Хорошо промазываю бока и также все стороны теста. Накрываю его крышкой и убираю на расстойку примерно на 1 час. Посмотрите, как мое тесто поднялось через 40 минут. И сейчас я сделаю ему обминку. Оп. Слегка его вот так вот складываю. Очень пушистая, боже мой, как воздушный шарик. Округляю его и снова на полчаса на вторую расстойку. Прошли 30 минут, и тесто снова вот так удвоилось. Вот так вот слегка пройдусь. Вот так вот слегка разотру масло, потому что буду растягивать же тесто. Посмотрите, какое оно, ой, красивое снизу. Сейчас мне его надо раскатывать в один пласт. И не надо его уже второй раз сейчас обминать, иначе у вас не получится, будет убегать тесто. Сходиться будет, стягиваться. Вот, не нахожу нормальные русские слова. Пока я сделаю вот такую форму прямоугольную, и потом себе буду помогать это делать скалкой. Вот так. И теперь можно раскладывать. Тесто надо раскатать в прямоугольный пласт размером, ну вот, чтобы оно было толщиной где-то полсантиметра. И вот насколько оно пойдет. Так, графин беру. Пришла Милана и поздоровайся, Милана. Всем добрый день. Всем добрый день. И ждет с нетерпением булочки, синнабончики, да? Сколько мы их хотим сделать, с каких пор и все. Сейчас я беру сливочное масло, мягкое, и вот так его распределяю по всей поверхности. Нашего пласта. Потом его надо хорошо равномерно размазать. Ой, вот здесь далеко до конца не надо мазать. Слегка чуть не залезла сама. А все остальное так вот разносим. Сейчас я соединяю сахар и корицу вместе. Ничего страшного. И перемешаю все хорошенько. Также ее распределю по всей поверхности теста.
Все. Теперь аккуратненько закручиваем. Очень аккуратно, не натягивая. Как вот оно заворачивается. Вот так вот. И идем и закручиваем. Потому что натягивать нельзя, так как оно будет еще растаиваться. И во время выпечки этот центр может весь вылезти наверх. Поэтому без всякой лишней натяжки просто вот так берем и закручиваем. Вот так, вот так, вот так. Здесь поправляем наш прямоугольник, форму подправить. Вот так, вот так, вот так. И как раз вот эту сторону, которую я не намазала, беру вот так вот аккуратненько и закрываю сюда. И аккуратненько защипляю. Вот так. Оп. Оп. И оп. Вот здесь можно защемить. Если вы видите, что где-то неровно или потолще, тоже можно слегка прокатать вот так. Все. Ой, какое нежное тесто. Вы себе просто не представляете, Милана, что мы с тобой сейчас будем кушать. Тесто я приблизительно поделила на 12 частей. И теперь беру прочную нитку и вот так аккуратно буду прорезать каждую отдельно и укладывать на противень. Духовку я уже включила и противень тоже застелила пергаментной бумагой. Теперь смотрите, девочки, я их должна сейчас разложить так, чтобы вот эти завиточки смотрели друг на друга. Таким образом, они когда разрастутся, они не будут друг другу мешать. То есть не распутаются. Вот я хотела сказать, не распутаются. Но они такие нежные, что мне бы их не нарушить. Видишь, Милана, какие они наипышнющие. Это вот сюда. Таким образом они сейчас расстоятся. И вот так вот, видите? Многие заворачивают вниз эти завиточки. Вот этот завиток тоже вот так. Чтобы они были ближе друг к другу. Вот сюда. И вот так. Сейчас я их накрываю полотенцем вот так аккуратненько и даю им расстояться еще минут 20. Прошло 30 минут. Мои булочки подошли и отправляются запекаться при 180 градусов на 20-22 минуты. Надо смотреть, как они будут запекаться. Увидимся чуть попозже. Ну а пока запекаются наши синнабоны, делаем крем, который я буду укладывать сверху. Выкладываю сахарную пудру. Граммы я все вам потом напишу, девочки. Вначале я все сказала. И еще 90 грамм вот этого мягкого сыра. Мягкий сливочный сыр можно заменить Филадельфия или любой мягкий сыр, какой у вас будет доступен. И теперь вот так аккуратно все растираем. Масло, сахарную пудру и этот сливочный сыр. Вот такой крем у меня получился. Все растворилось, все соединилось, комочков нет, все просто идеально. Булочки мои подходят, уже почти готовы. Еще минутки 2 и все. Мои булочки готовы, красотулечки. И вот как только я их вытащила с духовочки, сразу надо их промазать вот таким тоненьким пока слоем, чтобы этот слой прошел вот так по спиралькам.
по всей поверхности. Мне очень не нравится, когда их вот мажут, и все вот это вот прям плывет внутри, на дне вот здесь внизу, поэтому я выбираю вот этот крем. Он очень хорошо держит свою форму. Не такой вот, вы же видели его, да, я вам показывала. И вот так пока прохожу первым слоем, потому что я буду делать еще один раз, чтобы сейчас я вот прохожу, чтобы прошли они эти просто внутри, пропитались. Прям по всем вот так спиралькам, аккуратненько. Вот одна у меня разболталась, потому что стояла очень далеко. Ну, ничего страшного, мы ее сейчас вот так пропитаем хорошо. А эти, видите, как все-таки хотели разойтись, и другие соседи их вовремя поймали, и они никуда не убежали. Здесь поймала ее вот стеночка от противня, и тоже уцелела, а то бы размоталась как ленточка и ушла бы далеко-далеко. И теперь я кладу хорошенько вот так второй раз сверху, вот так раз. Ой, какая сказка, девочки. Это же просто сказка. Посмотри, какая сказка, Милана. Ты перешла на сказку? Угу. Ну что делать? Сейчас тебе чай заварю с мятой. Все, булочки готовы. Видите, оно прям как впитывает. Я еще постараюсь добавить сверху. Как только она вот уходит вовнутрь, я снова даю немножко добавочки. Вот так, оп. Девочки, полюбуйтесь на эту красоту. Чаек наш тоже уже готов. Чай я заварила с мятой. Ну, просто такой ароматище у нас стоит, девочки. И сейчас мы будем отведывать наши прекрасные, наивкуснейшие синнабоны. Вот такой у нас чай. Бери свою чашечку, Милана, не бойся, я тебя не снимаю. Она просто же простужена и не хочет, чтобы ее снимала. Ну ладно. Ну, приятного аппетита она вам скажет. Чаепитие. Чаепитие, да. Всем приятного чаепития. Сейчас я вам покажу, как она выглядит в разрезе. Попробую ее, конечно же. Забери свой чай. Покажи снизу, как она выглядит. Вот. Поджарилась хорошенько, то есть пропеклась. И вот прекрасная корица. С краешку, видать, не хватило, не прихватилось, ничего страшного. Мягкие. Пробуй на вкус, а ну. Так, сейчас я тоже буду пробовать. А я вот эту вот, которая хотела размотаться и убежать хотела. Давай ко мне вот этот кусочек отломи, Милан. Вот этот прям вот хвостик. Он уже вон там оторвался, да. Ой, какая вкуснота. Просто сказка. Мягкие. Ну, разве они могут быть не мягкие? Тесто реально было просто как пушинка. Оно настолько было нежное, мягкое, поэтому, конечно же, и булочки тоже сами по себе очень мягкие и вкусные. Все, девочки, спасибо всем огромное, что были со мной, и до новых встреч. Пока-пока.